друзья! Сегодня мы выполним свое обещание. У нас на канале есть видео о том, как мы в домашних условиях засаливаем красную рыбу, которую мы очень любим. Мы говорили, что мы готовим из нее разнообразные закуски. Вот сегодня несколько видов этих закусок мы вам и покажем. Правда, рыбку мы можем кушать и любим без всяких закусок, Да. но по утрам частенько мы себе такие закусочки готовим. И этими рецептами сегодня с вами поделимся. Вот. Готовится это самыми разными ингредиентами. Ну, основное это, конечно, авокадо, то, что чаще всего используется, а также помидорчик, огурчик, лук, лимон, лайм, кому нравится лайм, отварной рис. В общем, можете собирать закусочки как хотите. Не раскрывая всех секретов. Да, по принципу Лего. Да. Поэтому здесь не нужно соблюдать какие-то количества, пропорции. Начнем мы с самого простого. С бутерброда С красной рыбой. рыбой. Или бокадиль, Её. как называют здесь в Испании. Поехали. Поехали. Разрезаем булочку или багет вдоль и отправляем в гриль слегка поджариться. Авокадо аккуратно разрезаем, чуть проворачиваем и отделяем половинки. Теперь ножом вытаскиваем косточку. Столовой ложкой аккуратно вынимаем сердцевину. Шкурки авокадо отложим в сторону, они нам еще понадобятся. Для бутерброда авокадо нарезаем тонкими слайсами. Томат разрежем пополам. Нам понадобится всего пара ломтиков, а оставшуюся половину томата оставим для другой закуски. Нарезаем луковые перья. Они нам еще не раз пригодятся. Булочка слегка поджарилась. Брызгиваем ее оливковым маслом экстра virgin и намазываем слой сливочного сыра. Теперь выкладываем пару кусочков лосося, немного лимонного сока, ломтики авокадо, ломтик томата и присыпаем для красоты лучком. Еще капелька лимона и все. Наш завтрак готов. Переходим ко второй закуске. Нарежем кубиками авокадо сразу для 3 закусок. В пиалу диаметром сантиметров 10-12 выкладываем по кругу ломтики лосося. Желательно брать самые тонкие и большие, чтобы покрыть всю поверхность и оставить часть снаружи. На дно выкладываем сливочный сыр, разравниваем и уплотняем. Теперь нарезанные мелкими кубиками авокадо. Тоже придавливаем и обильно орошаем лимонным соком. Выкладываем вареный рис, добавляем немного соевого соуса и закрываем теми частями лосося, которые остались снаружи. Уплотняем слегка, накрываем тарелкой и переворачиваем. Снимаем пиалу и вуаля, закуска готова. Разрежем, чтобы посмотреть, как она выглядит внутри. Можно подавать к столу. Для 2 других закусок нам понадобится лосось, нарезанный мелкими кубиками. Положим лосось в емкость и засыпем нарезанным луком. Добавим 1 столовую ложку соевого соуса
столовую ложку оливкового масла и как следует перемешаем. Теперь в кулинарное кольцо диаметром 12 см выложим слой вареного риса. Как следует утрамбуем и добавим немножко соевого соуса. Следующий слой – это нарезанный кубиками авокадо. И, наконец, наш лосось. Укладываем все максимально плотно. Присыпем кунжутом и аккуратно снимаем кольцо. Смотрите, какая красота получилась! Украсим наше блюдо маринованным имбирем и можем наслаждаться. Теперь четвертая закуска. Кубики авокадо польем обильно лимонным соком. Половинку томата нарежем мелко кубиками и отправим к авокадо. Половинку красного лука тоже нарезаем очень-очень мелко и добавляем к авокадо с томатами. Солим, перчим по вкусу, добавляем 2 ложки оливкового масла и перемешиваем. Теперь добавим нарезанный ломтиками лосось и еще раз все перемешаем. Закуска готова, можно есть, но мы уложим ее в оставшиеся у нас половинки кожуры от авокадо. Обе наши лодочки плотно наполняем. Поджарим 2 перепелиных яйца и украсим наши фаршированные лодочки от авокадо. Очередная закуска готова. И, наконец, последняя. У огурца отрезаем кончики. И овощечисткой срезаем длинные, очень тонкие слайсы. Просушиваем их бумажным полотенцем. И начинаем формировать ролл. На пищевую пленку выкладываем огуречные слайсы внахлёст. Выкладываем сливочный сыр. Разравниваем его. Потом выкладываем ломтики лосося и сбрызгиваем их лимонным соком. Вилкой помнем оставшиеся кубики авокадо и выложим поверх лосося. Противоположный край огуречной основы также слегка смажем сливочным сыром. Теперь аккуратно сворачиваем, формируя рулет. Уплотняем его и отправляем в холодильник минут на 30. Достаем из холодильника и снимаем пищевую пленку. Разрезаем наш большой рулет на части, примерно по 2 сантиметра. Выкладываем роллы на тарелочку. Украшаем оставшимися луковыми перьями и подаем на стол. Наша 5-я закуска готова. Ну что, дорогие друзья, вот. И вот мы закончили. Да, вот наши 5 замечательных закусок из слабосоленого лосося собственного производства. Печально сказала Виталий. Это, конечно, оказалось немножко затратно по времени приготовить сразу 5 разных видов. Конечно, для себя мы никогда сразу 5 не готовим. Мы готовим вот такой вот бутербродик и все. И им завтракаем. Да. Да, это так больше на праздничный
И для вас мы постарались, дорогие друзья. Поэтому мы сегодня нарушим нашу традицию и не будем пробовать. Да. Во-первых, потому что Красоту красиво, не будем нарушать. а во-вторых, потому что время завтрака уже давно прошло. И обеда тоже. Надеемся, что что-нибудь из этих блюд вы возьмете на вооружение. И обязательно себе что-нибудь приготовите, чтобы порадовать себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь рецептами. А главное, дорогие друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас и угощайте своих любимых вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока! Пока!